Комета Триай Атлас врезается в Землю, и волна масштабного разрушения начинает сотрясать нашу планету. Огромные цунами накатывают волнами на побережье, сметают прибрежные города и инфраструктуру, поглощая пляжи, доки и морские порты. Высокие водяные стены проникают далеко вглубь континентов, смывая дороги, мосты и жилые кварталы, оставляя после себя лишь разрозненные обломки и соленый шлейф разрушения. Разрушительные землетрясения расходят трещинами землю, раскалывают асфальт и фундамент зданий, опрокидывают небоскребы и заставляют рушиться инженерные системы. Подземные разломы открываются, высвобождая газы и изменяя ландшафт на многие километры вокруг эпицентров. Раскаленные обломки, выброшенные в атмосферу при ударе, поджигают массивные пожары бури, которые быстро распространяются по засушливым регионам, пожирают леса, дома и поля, создавая непрекращающийся фронт огня. Густые облака пыли и мелких частиц, поднятые в стратосферу, заслоняют Солнце, погружая большие участки планеты в тусклое полукоричневое сумеречное освещение и нарушая климатические и фотосинтетические циклы, что влечет за собой долгосрочные последствия для сельского хозяйства и экосистем. Именно так мог бы развиваться сценарий катастрофы, если бы Три и Атлас, массивная комета, врезалась в нашу планету. Однако прежде чем поддаваться панике и страшным сценариям, необходимо задать более точные вопросы: насколько вероятен такой удар? Какие именно факторы влияют на траекторию и поведение объекта? И какие реальные расстояния и скорости имеют место в наблюдениях астрономов? Важно понять, что многие подобные мрачные описания – это гипотетические модели, основанные на массе и скорости объекта. Но реальные прогнозы требуют точных наблюдений, вычислений и анализа. Тем не менее, сама возможность столкновения вызывает глубокие исследования и подготовку у служб по защите от небесных угроз, которые пытаются оценить как вероятность, так и возможные последствия, чтобы заранее спланировать меры смягчения и спасения. Прежде всего выяснилось, что эта комета гораздо больше, чем считали ранее, и ее размеры и масса стали предметом внимательного изучения. По предварительным оценкам, ее масса может составлять порядка 33 миллиардов тонн, что само по себе представляет собой поразительную величину, требующую подробных сравнений и представлений для человеческого понимания. Для того, чтобы представить себе масштабы, стоит провести сравнение с привычными объектами. Например, Эйфелева башня в Париже весит примерно 10 тысяч тонн. И если переводить массу кометы в такие башни, то получится порядка 3,3 миллиона Эйфелевых башен, образ, который подчеркивает невиданную до сих пор для нас тяжесть и потенциальную энергию такого объекта при столкновении. Такие аналогии помогают осознать, насколько велик и серьезен объект, с которым имеют дело астрономы, и почему любая оценка его траектории и поведения становится задачей международного научного внимания. Далее можно сопоставить массу кометы с массой всего автопарка планеты, все автомобили на Земле, а это примерно 1,5 миллиарда единиц техники, средним весом около 1,5 тонны, имеют суммарную массу приблизительно 2,25 миллиарда тонн, что по масштабу уступает массе Триай Атлас в 15 раз. Это наглядно показывает, даже совокупная масса миллиардов легковых машин и грузовиков по всему миру не идет ни в какое сравнение с массой одного такого межзвездного гостя. Если же мысленно перевести массу в строительные объекты, то 33 миллиарда тонн сравнимы с массой нескольких больших мегаполисов,
полностью сложенных из стали и бетона, и это подсказывает масштаб потенциальной энергии при соударении, которое могло бы высвободить колоссальное количество тепла и ударной волны. Однако все это представление о физических размерах и массе кометы меркнет по сравнению с еще более экстраординарным и спорным фактом. Некоторые наблюдения и аномалии в поведении Триай Атлас побуждают часть исследователей допустить гипотезу о том, что в составе объекта может присутствовать неизвестная технология или что это вовсе артефакты нового происхождения, возможно, из другой галактики. Такие предположения, разумеется, находятся на границе научной осторожности и публикационных сенсаций. И ученые подчеркивают, пока это лишь гипотеза, требующая очень серьезных доказательств. Тем не менее, некоторые специалисты отмечают ряд нехарактерных признаков: необычную активность, выбросы и траекторию, которые заставляют обсуждать альтернативные объяснения помимо чисто природных. Триай Атлас был впервые замечен в июле системой НАСА астероид Terrestrial Impact Last Alert System, что запустило серию наблюдений и анализов. Несколько позже Американское космическое агентство подтвердило: по всем признакам этот объект является межзвездным телом, лишь третьим официально обнаруженным подобным образом на сегодняшний день. До этого мира знакомил два Борисов, прошедшие через нашу систему в 2019 году, и Оумамуа, странный вытянутый объект, замеченный в 2017 году новая комета, обладающая оценочной ядерной массой и размерами, которые в источнике текста указаны с неточностью. Диапазоны и единицы измерения были противоречивы. Тем не менее, в своих оценках заметно крупнее предшественников. Некоторые оценки ядра указывают на километровые, а в других источниках – на мильные величины. И это породило дискуссии среди астрономов. Есть даже мнение о том, что Триай Атлас может быть значительно больше, вплоть до почти 7 миль в поперечнике. Но к настоящему моменту прямых подтверждений таких максимально пессимистичных оценок не обнаружено, и ученые подчеркивают необходимость аккуратной калибровки данных и дальнейших наблюдений. Кроме исключительно больших размеров, Триай Атлас проявляет и другие необычные свойства, которые ставят в затруднение классические представления об интерстеллярных объектах. Объект сбрасывает огромное количество углекислого газа и пыли по мере приближения к Солнцу, образуя мощные комы и шлейфы, которые астрономы регистрируют спектроскопическими методами. Эти выбросы указывают на богатую составную структуру ядра и активное испарение летучих веществ. Такой сильный выброс газа и пыли может свидетельствовать о том, что по массе и по объему Триай Атлас превосходит предыдущие межзвездные объекты на 3-5 порядков величины, что в терминах статистики наблюдений является серьезной аномалией и требует объяснения, как с точки зрения процессов формирования, так и с точки зрения динамики и термодинамики в межзвездных условиях. Комета также движется по удивительно высокой скорости по отношению к околоземной системе. Оценки говорят о скорости порядка 130 тысяч миль в час, что эквивалентно почти 170-кратам скорости звука в земных условиях. Такая колоссальная кинетическая энергия делает объект чрезвычайно интересным для изучения, но и пугающим в аспекте возможного столкновения. Еще более странной выглядит то, что траектория Триай Атлас близко к прямолинейной, а не к ожидаемой сильно искривленной орбите, типичной для тел, претерпевающих значительное гравитационное влияние планеты Солнца. Обычно большинство космических тел следует по эллиптическим или параболическим орбитам под действием гравитации, а тут наблюдается поведение, которое частично не укладывается в простые гравитационные модели.
Эти аномалии в поведении породили у некоторых исследователей более смелую гипотезу. Возможно, 3i Atlas является не просто естественным объектом, а зондом или зондоподобной конструкцией, посланной другой цивилизацией для изучения Земли и планет нашей системы. Причем намерения такого аппарата могли бы быть как научными, так и потенциально недружественными. И это уже приводит к вопросам этического, стратегического и научного характера. Сторонники такой идеи указывают на то, что траектория кометы проходит вблизи Венеры, Марса и Юпитера, и предполагают, что эти планеты могли быть специально выбраны для пролета, так как они представляют ключевые точки для наблюдений или маневров, гравитационные подбрасы или забор данных о планетарных орбитах, размерах и других параметрах могли бы быть полезны для проектирования межзвездного маршрута. Еще одна довольно необычная деталь. Обратное вращение 3i Atlas относительно преобладающего направления вращения большинства тел Солнечной системы. Такое ретроградное вращение может быть следствием случайного характерного момента при образовании или, как предполагают некоторые, служить для облегчения определенных маневров при приближении к планетам, снижая сопротивление и сложность прохождения близких пролетов. По одной из гипотез, сочетание странного вращения и нетипичной траектории могло дать создателям объекта возможность выполнять чрезвычайно точные измерения параметров планет, орбит, масс, размеров, и других характеристик, что в дальнейшем помогло бы проложить идеальный маршрут сквозь систему с учетом гравитационных резонансов и возможных опасностей. Если 3i Atlas внезапно изменит курс в значительной мере, это будет очень сильным указанием на наличие у него встроенной тяги или активной навигационной системы, а не простого дрейфа, обусловленного лишь начальной скоростью и гравитационными возмущениями. Наблюдение такого маневра могло бы радикально изменить трактовку природы объекта и подтолкнуть к активным поискам радиосигналов, электромагнитных помех или других проявлений активности, характерных для искусственных аппаратов. Другая теория предполагает, что это может быть отрывок неизвестной технологии, который остается активным, например, фрагмент зонда или спутник, который по каким-то причинам оказался выброшен и теперь дрейфует самостоятельно. Тем не менее, паниковать преждевременно не стоит. По доступным на данный момент данным нет оснований считать, что 3i Atlas представляет непосредственную угрозу столкновения с Землей. НАСА и другие агентства сообщают, что при прохождении к Солнцу его минимальное расстояние до Земли должно составить порядка 150 миллионов миль, что примерно равно средней дистанции между Землей и Солнцем и дает широкую гарантию неблизкого пролета. Это не значит, что дальнейшие наблюдения не важны. Наоборот, они критически необходимы для уточнения параметров орбиты и возможных возмущений, но пока что никаких свидетельств неминуемой катастрофы нет. Откуда же, собственно, приходят такие межзвездные гости, и что они могут рассказать о нашей галактике? Астрономы выяснили, что обнаруженные нами 3 межзвездных объекта, 3i Атель-С, 2i Борисов и Оumuamua, пришли из совершенно разных частей Млечного Пути, и каждый из них обладает собственной историей и возрастом. 3i Atlas оказался самым древним из 3, примерно 4,6 миллиарда лет, и, судя по кинематике и химическим признакам, он происходит из толстого диска галактики, области, населенной более старыми звездами и с меньшим содержанием тяжелых элементов, чем в тонком диске. Такие отличия указывают на различие условий формирования, эволюции исходных систем, и изучение этих объектов дает нам уникальную возможность заглянуть в прошлое галактики и понять, как формировались
разные ее части. Оumuамуа, напротив, значительно моложе, порядка 1 миллиарда лет по оценкам, и пришел из тонкого диска Млечного Пути, региона, где активно рождаются новые звезды и где встречается большая доля тяжелых элементов. Название Оумоумамуша гавайское и переводится как «вестник издалека», подчеркивает ее роль как первого обнаруженного межзвездного пришельца, прошедшего через нашу систему и привлекшего огромное внимание своими атипичными характеристиками. Он был необычно вытянутым объектом, примерно в 10 раз длиннее, чем шире, форма, не характерная для типичных астероидов и комет. И это породило множество интерпретаций. Оумуамуа демонстрировал ускорение, которое нельзя было полностью объяснить классическими гравитационными эффектами. Изменения в яркости указывали на неравномерное вращение и кувыркающее движение. Отсутствие виднома хвоста или комы, характерного для комет, осложнило рассуждения Пусу о его составе. Это породило дебаты о природе объекта и его происхождении. Первоначально возникали предположения о технологическом происхождении, но с большинством в научном сообществе в итоге перевесила гипотеза о естественном происхождении. Вероятно, это была комета, выделявшая невидимые для нас молекулы, например, молекулярный водород, что обуславливало небольшое дополнительное ускорение. К сожалению, к моменту обнаружения Оумуамуча уже удалялся из Солнечной системы, и астрономы имели ограниченное время для наблюдений и изучения. 2I Борисов занимает промежуточное место в характеристиках. По оценкам, его возраст составляет примерно 1,7 миллиарда лет, и он также пришел из тонкого диска галактики. Это был первый четко подтвержденный случай кометы с внеземной системой происхождения, и изучение Борисов предоставило редкую возможность заглянуть в состав материалов, из которых формируются другие планетные системы. Открытие и наблюдение за ним в 2019 году, выполненное Геннадием Борисовым, любителем-астрономом, который самостоятельно сконструировал телескоп и занимался поиском тусклых небесных объектов, показали, насколько важен вклад независимых наблюдателей в науку. В отличие от Оумуамуи, который по форме напоминал скорее каменистый объект, 2I Борисов вел себя как классическая комета. У него была яркая кома, временная расплывчатая атмосфера газа и пыли, формировавшаяся по мере приближения к Солнцу, и длинный хвост пыли и газа, указывавший на активное испарение летучих веществ. Изучение порошковых зерен кометы и изменений в составе испаряющихся газов, включая углекислый газ, позволило ученым предположить, что ее материалы сформировались в условиях, отличных от условий нашей системы, что дает важную информацию о разнообразии процессов планетообразования в галактике. Сейчас 2I Борисов удаляется от Солнца и никогда не вернется, но он оставил после себя уникальные наблюдательные данные о химии далеких миров. Интересно, что различия между этими тремя межзвездными путниками указывают на то, что такие объекты выбрасываются из планетных систем по всей галактике на протяжении миллиардов лет, и значит, поток межзвездных гостей – не единичное явление в космическом масштабе. Это важное указание на то, что материал и даже целые тела регулярно пересылаются между звездными системами, образуя космическую миграцию веществ и потенциально разнося элементы и молекулы, нужные для формирования новых миров.
чтобы установить, является ли 3i Atlas искусственным объектом-зондом, научное сообщество проверяет множество возможных индикаторов технологии, ищут необычные радиосигналы, любые признаки электрической или магнитной активности, а также нетипичные модели движения, которые нельзя объяснить простыми физическими процессами. Если комета вдруг изменит курс, выпустит мелкие фрагменты или проявит признаки целенаправленной активности, это станет серьезным поводом для международной научной кооперации и, возможно, для обращения к специализированным обсерваториям и радиотелескопам. Но на текущем этапе, даже при том, что 3i Atlas демонстрирует довольно энергичное и дикое поведение, наиболее правдоподобным остается объяснение о том, что это естественное межзвездное тело, проходящее через нашу систему под действием собственной кинетической энергии и испарения летучих компонентов. Исследователи подчеркивают, для серьезных заявлений о технологическом происхождении нужны куда более веские доказательства, включающие независимые подтверждения, воспроизводимые сигналы и наблюдения разных типов. А что вы думаете об этом недавно обнаруженном космическом путешественнике 3ATS? Наука всегда выигрывает от обсуждений и критического мышления, поэтому делитесь своим мнением, наблюдениями или ссылками на дополнительные источники в комментариях. Это помогает формировать более полное понимание. На этом все на сегодня. Если вы почувствовали, что ваш интерес удовлетворен, поставьте лайк и поделитесь материалом с друзьями, чтобы поддержать распространение науки и наблюдений. Если же вам хочется знать больше, просмотрите другие видео и материалы, чтобы оставаться в курсе новых открытий и обсуждений в астрономии и космических исследованиях.